Предлагаю вашему вниманию вот такие пинетки. Очень простые, 1 тон, как украшение впереди, цветочек с бусинкой. Люверсы также подходят под цвет. Замечательный кант по подошве. 2 подошвы, внутренняя и внешняя. Здравствуйте, уважаемые подписчицы и гости моего канала. Предлагаю сегодня вам вот такие простые пинетки. Цвет розовый, изменить цвет можно. Можно сделать мальчику. Как украшение впереди бантик с бусинкой. Цвет бусинки подходит под цвет пинетки. Если вам понравилась такая модель, оставайтесь вместе со мной и будем вязать вторую пинетку. Сразу замерю эту пинетку по подошве. 10 сантиметров. Пяточка почти 4, 3,9, пальчики 5. Задняя часть пинетки до платформы 4,9, бортик 2 сантиметра, глубина мысика 3, ширина 4,8, 4,9. Вот такие пинетки у меня получились. И я буду вязать вторую пинетку. Немного о материале. Буду вязать вот из таких ниток в 2 сложения. Они уже начаты, поэтому вот такой интересный рисунок. Нитки эти в 100 граммах 560 метров. Это баумволе, это хлопок. И она прошла все обработки. Вот здесь написано мерцеризет, газет и так далее. Это получается, что пряжа хорошо накрученная и хорошего качества. Также мне понадобится немного белой пряжи. Вот именно примерно вот такой клубок, а может быть даже меньше. Это для того, чтобы выполнить впереди по моему дизайну только цветочек. Буду я вязать крючком 1,9. Это японский крючок, поэтому можно взять крючок номер 2. Для того, чтобы поднять петли тонкие, затянутые, спрятать хвостики, я беру крючок меньшего размера. Ножницы, 2 маркера для того, чтобы наметить переднюю часть пинетки. В этих пинетках я использовала люверсы цветные, это медь, наверное, красный металл, 4,5. На каждую пинетку мне понадобится 6 штук. Это значит, на целую пару мне нужно будет 12 люверсов. Под размер люверсов потребуются специальные щипцы, бывают универсальные. У меня вот именно под этот размер вот такие щипцы, которыми я смогу установить люверсы. Итак, я приступаю к работе. Вязать свое изделие я начну с подошвы. У меня 2 подошвы, они абсолютно одинаковые, плоские подошвы, без бортиков и плюс прослоечка. В этот раз я буду использовать тканевую прослойку, она у меня проклеена, и еще для того, чтобы быть уверенной, чтобы она не отклеилась, я ее немножко прошила. Сама по себе ткань мягкая, но я ее сделала более плотной. Для этого я использовала специальный клей. Написано Hoch Elastisch. Это означает, что он не раскрошится и он очень-очень эластичный. Подошва плоская, 2 штуки, состоит из 17 воздушных петель. По окончанию работы 72 петли. Обе они абсолютно одинаковые, так как они будут складываться вот таким образом. И плюс прослоечка. Теперь приступаю к вязанию бортика. Я начинаю вязать с пяточной стороны, с пяточки по центру. Вот так крючок располагаю, намечаю первую петлю и разворачиваю вместе с крючком на изнаночную сторону. В рядом стоящую петлю вкалываю крючок и образовывается вот такой уголок. Провязываю вместе. Закрепляю. Воздушная петля. Вторая петля, которая у нас была второй, будет первой, и это будет постоянно. В рядом стоящую петлю формирую такой же уголок, как и первый раз у нас был, провязываю вместе столбик без накида. Во вторую петлю становится первой, в рядом стоящую петлю формирую уголок, провязываю вместе столбик без накида и так далее. Я немного провязала самостоятельно. Посмотрите, что получается. Получается очень хороший бортик. С изнаночной стороны получаются вот такие стежочки. Если вы не пропустили петлю, они все одинаковые по размеру. С лицевой стороны что происходит? Вот это подготовка ряда для вязания бортика вверх.
А вот эти петли от подошвы, они как раз останутся для того, чтобы привязать еще другую подошву или сделать какой-то красивый кант. Я самостоятельно провяжу весь этот ряд и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, подготовительный ряд провязан. Мне осталось сделать соединительную петлю и ряд готов. Закрепляю. И из этой же петли буду провязывать столбики без накида. Бортик будет состоять из 5 рядов. 4 ряда будут провязываться столбиками без накида, без прибавления и убавления петель. 5-й ряд будет немножко провязан по-другому. Я провяжу самостоятельно 4 ряда в высоту и покажу вам 5-й заключительный ряд. Я провязала 4 ряда в высоту и начала последний заключительный 5-й ряд. Маркерами отметила центральные 20 петель. Мне осталось всего несколько петель до маркера. Петли под маркерами не участвуют. Маркер снимаю, петля под маркером провязывается столбиком без накида. Со следующей петли начинаю делать убавление. Делать я это буду за переднюю часть петли, за переднюю долю. 1 и 2. Провязываю вместе столбик без накида. Интервалы между убавлениями будут 4 столбика без накида. 1, 4 и вновь убавление. Вот таким образом. Провязываю вместе столбик без накида. Я убавила 2 петли, и мне еще осталось 2 петли убавить. Я провяжу это самостоятельно до конца, и бортик у меня будет готов. После убавления 4 петель у меня будет по окончании работы бортика 68 петель. Так как было 72, 4 петли убавлю, будет 68 петель. Я сделаю это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Я провязала мой бортик, он состоит из 5 рядов. В последнем 5-м ряду мы убавили 4 петли. Теперь посмотрите, какой закругленный мысик получается за счет убавления. Теперь у меня в работе 68 петель. Я уже подготовила маркеры, так как я буду начинать с передней части пинетки. Я маркерами отметила центральные 32 петли. Петли под маркерами в работе не участвуют. Хвостик, с которого мы начинали, я вывела его на лицевую сторону и немножечко провязала к центру. Я его обрезать не буду, так как будет привязываться вторая подошва с вкладышем. Вот так. Последнюю петлю я сформировала как полноценную. Вот посмотрите. Немножечко ее закрепила, и в процессе оно потом у меня это хвостик вяжется. Мыс 32 петли. Центр мыса у меня будет начинаться с 8 петель. 32 минус 8 будет 24. 24 петли это петли, которые у меня на боковинке и на продвижение моего мыса, так как он будет расширяться. 24 поделить на 2 будет 12. С 13 петли я начинаю вязать. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Вязать я буду за полную петлю. Приступаю к вывязыванию мысика. Первая петля закрепляю и из этой же петли вывязываю полноценную петлю. Одновременно буду ввязывать хвостик вязания. 1, 2, 7 и 8. Я начала вывязывать мысик, и чтобы быть уверенной, что он на середине, я обязательно проверяю с другой стороны. Так как с этой стороны было 12 петель, с другой стороны должна быть симметрия, также 12 петель. 10, 12. Провязав 8 петель столбиками без накида, следующие 2 петли будут соединительные. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание без петли подъема. Нитью перекрываю первую петлю и со второй петли начинаю вязать. 1, 8 и вот новая сформированная 9 петля. С другой стороны крючок завожу таким образом гриф, вот так. Подхватываю полную петлю, захватываю нить. Первая соединительная петля.
и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание без петли подъема. Здесь уже хорошо видно первая петля и вторая петля. Я буду прибавлять петли, поэтому я буду вязать со второй петли. 1, 2, 9, 10. Вот у меня уже центральные 10 петель. Я планирую 12, значит нужно прибавить еще 2 петли. Они таким же способом будут прибавляться. Также 2 соединительные петли и со второй петли начинать вязать. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Итак, я набрала нужное количество центральных петель. У меня оно составляет 12 петель и больше я прибавлять не буду. Это означает, что я буду вязать в длину. Также провязываю первую соединительную петлю и вторую соединительную петлю. Разворачиваю вязание без петли подъема. Нитью перекрываю первую петлю. Вот она, вторая петля, и начинаю вязать с третьей петли. 1, 2, 11 и 12. У меня по-прежнему осталось центральные 12 петель. Разворачиваю крючок таким образом, чтобы я с внутренней стороны подбираю нить, чтобы я могла подобрать эту нить. Все по-прежнему первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание без петли подъема. Первая, вторая. Начинаю вязать с третьей петли. 1, 11, 12. По-прежнему 12 петель. Я только продвигаюсь. Посмотрите, мысик уже увеличивается. У меня с каждой стороны теперь должно остаться 4 петли. С этой и с этой. Я самостоятельно провяжу до того момента, когда у меня с каждой стороны останутся 4 открытые петли. И покажу вам следующий этап работы. Итак, я провязала еще 2 ряда. И у меня с каждой стороны осталось по 4 открытых петли. Вяжутся они немножко по-другому. Принцип остается прежний. Первая соединительная петля, но только она будет не за полную петлю, а из середины петли. Вот так, за заднюю часть. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Передние полупетли остаются открытые, а задние я провязала. Разворачиваю вязание без петли подъема и также вяжу с третьей петли, чтобы у меня центральные 12 петель по-прежнему остались. 11 и 12. Точно так же с этой стороны у меня должно остаться 4 петли. 1, 2, 3, 4. В середину петли за заднюю долю первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание и по-прежнему вяжу с третьей петли. Начинаю вязать с третьей петли. С этой стороны у меня формируются также 2 открытые петли, полупетли. Я провяжу до маркеров самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Итак, мыс провязан. С каждой стороны у меня не осталось ни одной открытой петли. Я дошла до маркеров, довязала. И теперь я буду продолжать вязать язычок. Язычок у меня будет прямой, и сверху полностью, когда он будет провязан, он будет край весь обвязанный, чтобы он был ровненький и красивый. Я начинаю считать парами вот от самого начала. 1, 2, 3, 4, 5, 6 пар у меня уже есть. Это значит 12, и мне надо еще провязать 12 рядов. Для того, чтобы начать вязать язычок, я хочу его немного расширить. Я хочу прибавить 2 петли. Я сделаю это с первой петли. Из одной петли вывяжу 2 петли. И из последней петли вывяжу 2 петли. Чтобы у меня уже в работе было 14 петель. 12, 13 и 14. Петля подъема, разворачиваю вязание, и уже у меня будет в вязании в работе 14 петель.
Маркеры уже не нужны, маркеры я убираю, они нам больше не понадобятся. Я вам покажу на готовом изделии, как выглядит язычок. Он связан абсолютно ровно, 12 рядов в высоту. После того, как 12 в высоту рядов будут связаны, я его обвязываю, чтобы все края были ровненькие, столбиками без накида. Это не представляет никакой сложности. Я сделаю эту работу самостоятельно, провяжу язычок, обвяжу его и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, посмотрите, передняя часть пинетки готова. Аккуратно получилось, все края ровные, так как я их обвязала. Теперь приступаю к задней части пинетки. И буду приступать вот с этих полупетель, которые у меня остались. У меня должно с каждой стороны быть 4 полупетли. 1, 2, 3 и 4. Начну я со второй петли, вот от этого края. Получается, у меня, если начинать вязать, то это будет первая и вторая. Вот я начну вязать со второй полупетли. Закрепляю петлю. И из этой же петли вывязываю вновь петлю, формирую полноценную петлю. Первая полупетля, вторая. Они могут немножко быть такие маленькие, затянутые, поэтому у меня всегда рядом находится крючок меньшего размера, которым я могу поднять вот эти петельки. У меня все получилось. И теперь я выхожу на основные петли, на основное полотно из полноценных петель. Так мне нужно обвязать до конца столбиками без накида. С этой стороны у нас также сформированы 4 полупетли. Последнюю петлю провязывать не буду, как и в этом случае, оставлю свободной. И предпоследнюю петлю провяжу. Мы повстречаемся тогда, когда ряд будет готов. Ну вот, первый ряд связан. Я провязала последнюю петлю. Самую последнюю я оставила открытой. Получается, как предпоследняя петля. Закрепляю. Разворачиваю вязание. И со второго ряда и все четные ряды я буду убавлять с каждой стороны по одной петле. Для того, чтобы у меня на боковинках образовались скосы. Вот эти скосы я буду делать в каждом изнаночном ряду. Точно так же, заканчивая этот изнаночный ряд, предпоследнюю петлю пропускаю, последнюю петлю провязываю. Высоту мне нужно сделать 8 рядов. В каждом изнаночном ряду убавлять по 2 петли. С одной стороны одна и с другой стороны одна. Мы повстречаемся тогда, когда 8 рядов задней части пинетки будет готово. Я провязала 8 рядов в высоту, не закрепляю, вытягиваю очень большую петлю и через эту петлю пропускаю мою пинетку полностью. Аккуратненько затягиваю и делаю узел. И следующий ряд мне нужно полностью снизу и до самого конца обвязать верх пинетки. Теперь в работу вступает самая первая и будет самая последняя петля. Подхватываю эту нитку и очень сильно натягиваю. Делаю такую большую петелечку, поддерживаю ее руками и начинаю обвязывать столбиками без накида. Протяжку постараюсь ввязать в вязание, чтобы она не оказалась у меня не провязанной, чтобы ее нигде не обрезать. Выхожу на вершину и самая первая петля уже на другой плоскости, я ее провяжу из нее 2 раза для того, чтобы не затягивать вязание. Вот посмотрите, что получается. Протяжку я ввязала в вязание и буду обвязывать полностью вверх пинетки и до конца. Я это сделаю самостоятельно, и мы повстречаемся в конце этого ряда. Я обвязала изделие до конца, немножко оставила вытянутую нить. На каждую боковинку у меня должно быть по 9 петель. Получается, с этой стороны 9 и с этой они должны быть одинаковые. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону, закладываю нить с лицевой стороны. И вот эта последняя петля, которая у меня осталась, подбираю ее, провязываю вместе. Теперь я буду формировать петельки. Так, первые 2 петли провязывать буду столбиками без накида. 2 воздушные петли. Этим самым я формирую петельку. Петлю пропускаю. Последующие 2 петли. Это будут промежутки между петельками. 2 столбика без накида. 2 воздушные петли. Петлю пропускаю.
промежутке 2 столбика без накида, 2 воздушные петли и я на вершине. Также обвязываю полностью всю верхнюю часть пинетки. Я сформировала 3 петельки. Я их только подготовила. Они еще тонкие петельки, поэтому будут еще ряды. Вот как вот тут вот. Итак, я провяжу все это самостоятельно до конца. Буду ориентироваться с другой стороны, чтобы у меня была верхняя петля, а 2 последние петли были столбиками без накида. Мы повстречаемся тогда, когда ряд будет готов. Я сформировала с двух сторон петельки. И первая петля, которую мы уже использовали, я буду ее использовать вновь. Подбираю свою петельку, провязываю вместе и сразу начинаю обвязывать, укреплять петли. Так как у меня были 2 первые петли столбиками без накида, провязываю их столбиками без накида. Арочка 2 столбика без накида. Промежутки между петельками 2 столбика без накида и так далее. Вот так. Посмотрите, что у меня получилось. У меня получились уже очень хорошие такие петельки, которые уже не порвутся от шнурка, даже если нет люверсов. Я провяжу также вверх, спущусь вниз, провяжу до конца, и мы повстречаемся в конце этого ряда. Я вам покажу следующий этап работы. Ну вот, я с двух сторон укрепила петельки свои. Нить закладываю на лицевую сторону, а разворачиваюсь на изнаночную. С этой стороны петля, которую мы использовали, я ее тоже возьму в работу. Подбираю свою петлю, вытягиваю петлю на изнаночную сторону и буду обвязывать край пинетки соединительными петлями. Это последний заключительный ряд в вязании задней части пинетки. В процессе носки или стирки после термической обработки пинеточки растянутся, но на ту длину петли, которую вы сформировали, и больше растягиваться не будет. С изнаночной стороны я делаю соединительными петлями. С лицевой стороны получаются вот такие стежочки. Их не видно, так как они тем же цветом, но это еще повторное укрепление петли, что она никогда не порвется. Вот этот последний ряд он просто не даст. Так как это повторный двойной уже ряд идет, наложение, так сказать, то, естественно, толщина увеличивается. Край пинетки, петли не растянутся и не будут вот таким веером. Здесь ничего не произойдет. Здесь будет растягиваться на ту длину петли, которую вы сформируете. Я провяжу это до конца и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, посмотрите, верх пинетки готов. Выглядит очень хорошо. Укрепленный край. Все очень здорово. Очень хорошие укрепленные петельки. Если у вас нет люверсов, это абсолютно не беда. Можно использовать без люверсов. Теперь я займусь привязыванием подошвы. Вот есть вот эта точка. Вот она, с которой я начинала вязать. Снутри намечаю эту точку. Беру вторую подошву и точно так же намечаю на этой точке. Аккуратненько прикладываю, чтобы она была ровненькая. И пальцем прижимаю 2 подошвы. Намечаю вот так за 2 полные петли. И буду обвязывать. Сначала я буду обвязывать без вкладыша. Только соединять 2 подошвы. Буду это я делать с лицевой стороны соединительными петельками. Петли должны быть свободны, чтобы не затянуть 2 подошвы, чтобы ей дать возможность растянуться. Так как изделие еще новое и немножко стянутое, вот так, петля в петлю. Прослоечку я вставлю тогда, когда я довяжу до окончания закругления. Сделаю расстояние, чтобы мне вставить мою прослоечку. Если вы почувствуете, что вы стягиваете подошву, возьмите крючок на полразмера больше. Я всегда внимательно смотрю, чтобы 2 петли полностью были захвачены крючком. Если этого не произойдет случайно, потеряете половинку петли, то, соответственно, у вас
будет не одинаковое расстояние вот этой платформочки. Это будет заметно. Соответственно, это уже оптически видно. Итак, я провяжу до закругления, до окончания закругления и покажу, как я уже вставляю и обвязываю ее полностью вместе с подошвой. Ну вот, посмотрите, какая красивая платформа получилась. Я оставила расстояние. Вот эти хвостики крючочком вовнутрь закладываю. Они потом замнутся, так как эта нитка мягкая, не толстая. И аккуратненько вставлю теперь свою прослоечку. Так как это ткань, мне надо это сделать очень аккуратно. Попробую я сначала так. Если у меня не получится ее вставить аккуратно, то придется, к сожалению, распустить, чтобы она не замялась. То, что есть вот такой зазор, не страшно, потому что подошва еще не расправилась. Также буду стараться петля в петлю подхватывать с двух подошв и обвязывать вместе с вкладышем. Он потихонечку будет прятаться. Вот так. Вот посмотрите, я уже половину этого зазора провязала. Я провяжу это до конца и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, посмотрите, подошва обвязана. Посмотрите, как она выглядит красиво. У меня остался хвостик, с которым я начинала вязать. И вот этот хвостик, который я закончила вязать. Я выведу эти хвостики в одну сторону. Теперь я заверну изделие свое таким образом, чтобы я видела внутреннюю подошву. Посмотрю, намечу, где у меня находится два хвостика, выведу их вовнутрь. Чтобы вязание мое не распустилось, я сделаю сначала один легкий узелок, чтобы не затягивать петлю и не деформировать ее, и второй уже более плотный. Теперь эти хвостики распределю по двум сторонам. В одну сторону и в другую сторону. Отрежу остатки ниток. Вот посмотрите, базис пинетки уже готов. Остается только сделать шнурок, люверсы у кого есть и украшения. Мне остается только наметить, на какой стороне они будут, чтобы они были симметричные. Я это сделаю самостоятельно. Вставлю люверсы, вставлю шнурок. У кого есть интерес по вязанию такого шнурка, на моем канале есть отдельное видео. Этот шнурок примерно 50 сантиметров. Вы можете сделать его сами. Можно купить в магазине, можно использовать разные варианты. Поэтому я сделаю все это самостоятельно и покажу вам готовую пару. Ну вот, вставила люверсы, пришила цветочек, вставила шнурок. И вот такая у меня чудесная пара для маленькой малышки получилась. Красивый розовый цвет. Удалась подошва, несмотря на то, что внутри вставлена проклеенная ткань. Вот такие малышки у меня получились. Я желаю вам здоровья. Вяжите в удовольствие. Радуйте себя, своих близких. Дарите как подарки своим внукам, своим детям. До свидания, до следующих встреч.